Саляму алейкум, варахматуллахи вабракатух. Итак, сегодня мы продолжаем с вами наше занятие. Итак, и начинаем мы, как обычно, с практики. Повторяем. Мы проходили с вами порядковый числительный. Итак, в данном упражнении вам нужно назвать слева направо. Назвать первый, вторая, третья, четвертый, пятая, шестая, седьмой. Хая. Хасанан. У вас должно было получиться. أول ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة سابعة. جيد. Следующее. Теперь уже используем существительное. У вас два слова. Бинт и валет. Посмотрите, у вас здесь мальчик. Мальчик, он у вас первый. Как вы скажете? Первый мальчик. Хасанан, помню, что порядковое числительное, оно идет за существительным. Значит, у нас получается аль-валадуль ауаль. Далее. Вторая девочка. Аль-бинту thания. Теперь снова мальчик. И он третий. Аль-валаду thалис. Хасанан. И продолжаем дальше. У вас предложение. Я живу на третьем этаже. Переводим. Аня аскуну. Или можно просто аскуну. Аскуну фи табаки thалис. Или же фи даури thалис. Далее. Переводим. Сегодня пятый день недели. اليوم هو يوم الخامس من الأسبوع. أسبوع переводится как неделя. Усбур. Слово усбур переводится как неделя. Отметьте себе. Далее. Первый урок был очень интересным. كان الدرس الأول ممتعا جدا. طيب. Дальше. Это моя вторая машина. هذه سيارتي الثانية. Она четвертая дочь в семье. هي الابنة الرابعة في الأسرة. حسنا. И далее у нас начинается новая тема. Мы с вами продолжаем. Как же сказать 11 на арабском? Обратите внимание, что здесь форма будет отличаться. Для мужского рода хади ашер. Хади ашер. Для женского рода хадията ашера. Хадията ашера. У нас здесь та марбута. Добавляем та марбуту что к первому слову, так же и ко второму слову. Отлично. Давайте с вами прочитаем предложение. Читаем и переводим. الدرس 11. الدرس. Урок 11, 11. Получается 11 урок. Читаем и переводим.
الساعة 11. 11 часов. حسنا. Как же будет у нас 12? 12 ثاني عشر. الثاني عشر для мужского рода и ثانية عشرة для женского рода. Давайте с вами переведем предложение. الفصل الثاني عشر. الفصل الثاني عشر. Здесь, возможно, будет трудность для кого-то нет. Слово «фасль». Слово «фасль» у него на самом деле несколько значений, и одно из таких значений– это глава. У вас здесь есть такая подсказка, это книга, да? В книге у нас есть главы, и вот мы их называем «фасль». «Фасль ثاني عشر», 12 глава. Далее. ليلة الثانية عشرة. الليلة الثانية عشرة. Я думаю, что многие уже перевели «12-я ночь». Хасанан, мы возвращаемся к нашему диалогу. И, собственно говоря, мы его заканчиваем сегодня. Уриду мушахадата шакка. Хасанан, слово уриду нам знакомо. Что же такое мушахада? Давайте разберем это слово более конкретно, посмотрим на его глагол. Значит, как, во-первых, оно переводится? Можем перевести как присмотр, наблюдение, созерцание. Я бы его еще перевела в данном предложении как осмотр. Итак, давайте, чтобы понять все-таки полный смысл, давайте посмотрим вообще на сам глагол. Значит, здесь у нас коренные буквы шин, ха, даль. Шин, ха и даль. Что это такое? Если смотреть на корень трехкоренной, то есть основное значение данного корня, оно связано со свидетельством, да, присутствием, видением своими глазами. Здесь же у нас глагол еще имеет алиф, да, это получается у нас третья порода. Шахада. И обычно глаголы третьей породы, они означают какое-то действие, да, оно направленное на какое-то длительное, внимательное действие. В данном случае здесь не как в первой породе, да, где мы говорим просто увидеть, да, а здесь мы наблюдаем и смотрим пристально и долго. Где мы можем встретить, да, данное слово? Ну, например, «Шукран аляль мушахада». Очень часто говорят блогеры. «Шукран аляль мушахада». Спасибо за просмотр. مشاهدة ممتعة. مشاهدة ممتعة получается. Как бы приятного просмотра. Давайте проверим, как вы запомнили. Как вы переведете? Спасибо за просмотр. Хасанан. Кто внимателен, тот должен был сказать «Шукран аляль мушахада». Как вы переведете? Первый просмотр. Отлично. Аль-мушахада аль-уля. Аль-мушахада аль-уля. Хасанан. Значит, дальше у нас идет следующее предложение. Это тафаддаль отдхоль хада бабу шак. Значит, слово тафаддаль. Как же оно переводится? На самом деле, одного перевода нет. Перевод будет зависеть от ситуации. Сразу запомните это слово, потому что это слово достаточно нужное и используется очень часто в разговорной речи.
Первое. Пожалуйста. Пожалуйста. Но только, пожалуйста, не тогда, когда я прошу, да, что-то. То есть, когда мне что-то нужно, да, от кого-то, а наоборот. То, пожалуйста, когда я кому-то что-то, наоборот, предлагаю, какую-то услугу, например. Например, продавец, да, у него попросили товар, и он говорит: "Да, вот, пожалуйста". Или же где-то в ресторане: "Тафаддали", да, например, говорят. Далее, например, "проходите", "проходите", да. А, Выходим из комнаты. Здесь стоят 2 человека, и один из них говорит: "Тафаддаль, тафаддаль". Следующее: "Присаживайтесь, присаживайтесь". То же самое, приходит человек, да, например, и я ему показываю на стул и говорю: тафаддаль, тафаддаль". Даю ему понять, чтобы он присел. Далее слушаю вас. Например, ко мне приходит ученик, и он хочет что-то сказать, да. И я, говоря ему "тафаддаль", я ему даю понять, что я его слушаю. "Тафаддаль". То есть "тафаддаль", пожалуйста, говори. Далее угощайтесь. Точно так же. Например, вы сидите в гостях, и здесь хозяин дома приносит тарелку со сладостями. Ну, и вы как-то стесняетесь, да? Как-то неудобно. Хозяин обязательно говорит вам "тафаддаль", "тафаддаль" в значении "угощайтесь". Как вы видите, здесь достаточно много значений. Теперь давайте рассмотрим. "Тафаддаль" говорим для единственного числа, для мужского рода. То есть это может быть мальчик, дедушка, какой-то зрелый мужчина, да? Хасанан. Для девочки мы скажем мгм. Так, и здесь у меня, опять же, опечатка. Потому что должно быть не тафадаль, а тафадали. То есть здесь у нас на лям себе обязательно исправьте. К сожалению, я сейчас не могу исправить, исправлю после. Тафадали мы добавляем яй на конце. Тафадали читаем. Для девочки, для бабушки, для женщины мы говорим тафадали, тафадали. И последнее для группы лиц, да, например. Например, для студентов я могу сказать тафаддалю, урок закончился. Я могу сказать, они все ждут, да, ждут, чтобы им дали разрешение, да, выйти. Тафаддалю, тафаддалю. Пожалуйста, в значении выходите. Масалан. Следующее же слово, которое мы здесь видим, это слово отдхоль. Отдхоль. Отдхоль– это у нас глагол в повелительном наклонении «заходи». «Заходи», отдхоль. Точно так же для мужского рода, единственного числа. Отдхули уже для женского рода, единственного числа. И, соответственно, для группы удхулю. Удхулю. Давайте представим, что вы говорите дочке зайти в комнату. И вот как вы ей скажете? Пробуйте сами подумать, как бы вы ей сказали. Таеб. Например, «Отхули, я хабибати». «Отдухули», «заходи». «Я» — это у нас обращение. «Хабибати» в значении как «любимая», да, «моя любимая», дословно. И следующее слово, конечно, это дверь. Баб. Баб. Такое простое и легкое слово. Баб. И давайте переведем предложение. Где 10-я дверь?
أين الباب العاشر؟ أين الباب العاشر؟ Отлично. На этом мы с вами закончили. Всем желаю хороших уроков. И ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.